Приветствую вас на канале Сад и Огород своими руками. В этом видео хочу рассказать, почему стоит выращивать лук репчатый из семян. Мы как раз провели уборку урожая, выращенным урожаем довольны. И я расскажу, сколько времени у нас заняло вырастить вот такой лук. Многие огородники еще до сих пор думают, что это сложно или вообще невозможно. Но после этого видео, я думаю, каждый из вас захочет обязательно попробовать вырастить такой же в следующем сезоне. Смотрите, почему из семян стоит выращивать? Да потому что семена дешевые, и купив буквально за небольшие деньги несколько пачек, вы можете засадить рассадой большую площадь. Причем сейчас ассортимент семян лука репчатого, ну просто поистине огромный. Золотистый, белый, красный, синий, поздний, ранний, средний, мелкий, крупный, сладкий, острый. Все, что хотите, на любой вкус и под любые потребности можно выбрать. Или даже попробовать и такой, и такой, и такой. Ну, в общем, есть где разгуляться фантазии. Мы выращиваем два сорта. Это Exhibition, крупный лук, и Универса. Он помельче немножко, тоже по потребностям. По посеву. Когда лучше всего проводить посев семян? Мы сеяли 26 марта, но я считаю, это немножко поздно. В среднем на выращивание от посева семян до уборки урожая проходит 4,5 месяца. Так что лучше посеять 1 марта, и тогда можно собрать урожай в июле. Мы посеяли в конце марта и собрали в середине августа вот этот урожай. Высадили посеянную рассаду через 2 месяца после посева. То есть 50-60 дней в среднем занимает выращивание рассады. Перед высадкой подстригли и немножко подровняли корешки для их лучшего развития. И провели подкормку удобрением с повышенным фосфором с формулой 13-40-13. А через 10-15 дней после высадки можно провести подкормку с повышенным азотом. Это позволит нарастить более роскошные листья на молодом луке. За месяц до проведения уборки проводим подкормку удобрением с повышенным калием. Калий позволяет наращивать более крупную головку. Вот как выглядит лук через 4,5 месяца после посева. После уборки мы разместили урожай под стеллажом. Здесь такая легкая полутень, теплое место и немножко солнечные лучи для того, чтобы верхние чешуи подсохли, испарилась лишняя влага для лучшего хранения. Он сейчас водянистый, и обратите внимание, листья мы не обрезали, листья засыхают прямо на лучинах. Когда они подсохнут еще чуть-чуть больше, мы уже тогда все это дело пообрезаем и закладем его на хранение. Exhibition хранится не очень хорошо, и это следует учитывать при выборе семян. Читать внимательно описание того или иного сорта. Вот Exhibition 3, максимум 4 месяца при температуре 18-20 градусов. Если 2-5 градусов будет температура, то в принципе мы его хранили до марта месяца. Правда, честно нужно сказать, что весьма высокие потери. С каждым проведенным днем на хранении больше и больше было потерь. Универса, я не уверен, здесь перепутано, но вот такой примерно размер у Универса по сравнению с Exhibition можете видеть. Скорее всего, это Универса и есть. Так вот, Универса хранится лучше. Но еще раз говорю, что сортов сейчас просто масса семян разных. Так что выбрать можно и для длительного хранения, и для такого, который хранить не надо, который можно
на протяжении небольшого времени сразу употреблять в пищу. Если кому-то нужны действительно качественные семена лука репчатого, я ссылку оставлю внизу в описании под этим видео. Можете перейти, заказать, и Татьяна Викторовна вам быстренько его пришлет. На этом видео закончу. Спасибо за внимание. Всем высоких урожаев, мирного неба над головой. До свидания, до новых встреч.